Всем привет! Прекрасное вступление, спасибо большое. Я расскажу сегодня историю, которая началась с утраты, а закончилась обретением сердца. 5 лет назад случилась трагедия. Отец моего ребенка погиб. И потеряв смысл жизни, я приехала сюда, на остров Панган, на соседний остров Панган, для того, чтобы вновь обрести себя и найти новый смысл жизни. Я поняла, что многое я делала не так, очень много жила из надо, и почти забыла, что я действительно хочу. Какая это самая жизнь мечты, которой я, как маленькая девочка, мечтала. Я оставила свой бизнес, оставила все проекты и просто начала прислушиваться к себе. Купалась в море, смотрела закаты, слушала пение птиц. И все, что я хотела делать, это ощущать эту жизнь в полной ее мере. Я наслаждалась жизнью и смотрела на эту жизнь. Так я начала рисовать в один из таких дней. Я просто сидела в кафе и увидела, как девочка рисует, одолжила у нее карандаши и мгновенно погрузилась в то самое состояние детства, когда ты просто творишь что-то, потому что тебе хочется, и тебе радостно, и тебе приятно. Я посмотрела вокруг и думала, что мне нарисовать, а всегда я любила людей, и поэтому я просто нарисовала незнакомца в кафе. И в процессе меня переполняла такая любовь, что я решила поделиться этой радостью с другим человеком, и я подарила этот рисунок незнакомцу. В ответ я получила такую прекрасную реакцию на тот самый рисунок, который был довольно посредственный, но в нем было столько благодарности и радости от того, что я ему просто что-то подарила, не требуя ничего взамен, что это разбудило что-то во мне. Я почувствовала, вот это то ощущение, которое я ищу. Ощущение разделенной радости и счастья, которое я могу дарить людям. Так я начала рисовать каждый день, просто потому что я не могла не рисовать. Я делала это с утра до вечера и дарила рисунки, у меня не было ни одного для себя, потому что я рисовала в первую очередь для других, потому что в этом я обрела новый смысл жизни. Я 3 года рисовала и дарила рисунки. Да, конечно, у меня были страхи. А что, если человеку не понравится? А что, если ему это не нужно? А что, если я вторгаюсь в его личное пространство, просто подходя к ним с этим рисунком и говорить: вот, смотри, это тебе. Но ту любовь, которую я ощущала, когда я рисовала этих людей, в этой любви сгорало все. То есть все страхи, все мысли, все. То есть я погружалась в это состояние, когда я рисовала, и я понимала, что это больше не я рисую. Я очень быстро эволюционировала, через 2 месяца я уже не узнавала свои рисунки. Каждый раз, когда я садилась рисовать, я просто проваливалась в это состояние, рисование происходило само. Я понимала, что моими руками рисует Бог. И так я продолжила путешествовать и смотреть на эту жизнь уже по-новому. Я начала ее замечать. Красивые моменты, как бабушка торгует цветами, или девочка впервые собирается кататься на коньках, а мама заботливо завязывает ей коньки. Я рисовала сцены жизни, просто то, что я наблюдала. Я рисовала саму жизнь, такую яркую, такую неповторимую и такую разнообразную. Я хотела не просто подарить радость, я хотела показать, какая жизнь на самом деле невероятная и как она прекрасна в своем мгновении. Так мне кто-то как-то сказал: а почему бы тебе не снять реакцию и просто не выложить в Инстаграм? И я подумала, это хорошая идея, потому что так люди почувствуют то, что чувствую я, когда я дарю рисунок.
Поэтому я сняла свою первую реакцию, завела аккаунт в Инстаграм и выложила первое видео. Да, там было, я не знаю, 5 человек. Но этого было достаточно, чтобы понять, мне нравится. Я люблю создавать кино о тех эмоциях, которые я дарю. Я люблю создавать истории. Поэтому я продолжала это делать, несмотря на то, что я постила просто в тишину. И как-то в один из таких дней я нарисовала знаменитую гонконгскую певицу. Она сделала репост, и так ко мне пришли мои первые 100 подписчиков. Они были гонконгцы, и я думаю, что они пришли просто потому, что там была эта звезда, но мне было все равно, потому что это целых 100 человек. Я искренне радовалась этому, а потом через пару недель я нарисовала малыша на лодке. Я подарила этот рисунок родителям и тайком засняла это на камеру. Я за какие-то пару минут смонтировала рилс и опубликовала его. И вот тогда случилось что-то, какое-то чудо. Потому что мир увидел меня. Мир увидел то, что я делаю. И это был не просто рисунок и эмоция. Это была любовь отца к своей маленькой дочери. И это можно было чувствовать сквозь экран. Люди просто обрушились на меня, куча сообщений. За неделю у меня набралось 100 тысяч подписчиков. Алгоритмы были в шоке. Они на всякий случай ограничили мой аккаунт, чтобы я, не дай бог, там что-то еще не сделала. Но в тот момент я поняла, что я точно иду по своему пути. Это было лишь подтверждением того, что все, что я делала, это было не зря. Я дарила эту любовь и радость, а тут вдруг она ко мне вернулась. Я получала сотни сообщений в день. Люди писали о том, как они плачут, когда смотрят мои рилсы, как они... То, что они чувствуют снова веру в человечество. Они чувствуют, что доброта — это красиво. И потом я продолжила также рисовать, дарить рисунки, снимать видео. Теперь уже у меня появился мой блог, и я как будто бы стала блогером. И год назад случилась еще одна история, которая снова поменяла ход всей моей жизни. Я гуляла по ночному рынку на Пангане, и увидела ее. Хрупкую, маленькую тайскую бабушку, которая торговала банановыми кексами. Я сразу села неподалеку, достала свои принадлежности, которые я всегда ношу с собой, и нарисовала ее. Я подошла к ней и купила у нее банановый кекс. Я протянула ей 50 бат, и тут случилось что-то очень трогательное. Она взяла эти 50 бат и нежно поцеловала. И в этом было столько благодарности, что я поняла, что эта встреча непростая. Я протянула ей рисунок, и она сначала не поняла, что это, а потом ее лицо озарилось улыбкой. Улыбкой на миллион. В этой улыбке было столько любви, столько благодарности. В этих глазах, которые сияли и были полные любви. Также на эйфории я вернулась домой, смонтировала за 2 минуты рилс, опубликовала его. И так случилась вторая волна, которая снова поменяла мою жизнь. Люди снова писали. Этот рилс, как сказал Свят, набрал 28 миллионов. Его репостили крупные паблики, комментировали и лайкали звезды. То есть и я понимала, что это не просто так. То, что произошло тогда на рынке, соединение двух сердец, и вот этот взрыв любви, который произошел от соприкосновения двух чужих сердец, он просто заставил все сиять. И в тот момент, и потом уже через видео люди видели это, и они ощущали, вот она, вот то, что мы ищем, вот эти человеческие отношения. Когда мы снимаем эти стены между нами и оборачиваемся навстречу этому миру, и снова становимся как одна семья, потому что это так и есть. То есть эта бабушка мне не чужая. Она
уже родной мне человек, но она стала мне родным человеком в ту самую секунду, когда я подарила ей этот рисунок. Снова люди мне писали, и слова благодарности, слова того, как они действительно начинают смотреть на мир по-другому после того, как они увидели это. И та бабушка стала первой, которой я помогла. Вместе с моим инстаграм-комьюнити мы собрали деньги, мы сделали для нее ремонт, сводили ее к врачу, купили ей новую технику. Я сама приезжала и драила ее ванну, потому что мне важно было, чтобы она почувствовала мою заботу. У этой бабушки началась абсолютно новая жизнь, снова ей уже не нужно было там собирать бутылки, ей не нужно было ходить на рынок, потому что ей нужно зарабатывать. Нет, она продолжала ходить на субботний рынок, потому что ей нравилось общаться с людьми. Она стала знаменитостью. К ней стали приезжать, сфотографироваться с ней. И потом она просто изменилась на глазах. Люди писали о том, что она помолодела на лет 20, она стала сиять, к ней вернулась жизнь, к ней вернулся огонь. И она изменилась до неузнаваемости. И вот так вот я поняла, что это еще больше. То, что я могу делать, оно еще глубже. И то, что я ощущала каждый раз, когда я ей помогала, я понимала, вот оно, ощущение, которого я ищу. Ощущение, когда я могу быть действительно не просто полезной этому миру, но делать это из глубокой любви и ощущение, что я на своем месте. После этого я организовала фонд для помощи престарелых в Азии. Мы стали помогать в Таиланде, в Камбодже, организовали различные программы, где мы стали кормить стариков в деревнях. И что я могу сказать, что я невероятно благодарна этому миру и Богу за то, что мне выдана такая миссия на земле. За то, что я живу вот эту жизнь свою, которую я просто ценю каждое мгновение. Потому что в ней столько красоты, столько доброты и столько любви, что иногда я просто плачу, потому что это так прекрасно. И это то, что я хочу делать, и это то, что я делаю. Я делюсь тем, как я вижу этот мир с другими. И да, когда-то рисование открыло для меня абсолютно новую дверь. И на Востоке это называют дармой. Это та самая дверь, или тот самый путь, ступая на который все начинает складываться. Ты обретаешь себя, ты обретаешь Бога, ты обретаешь свое предназначение, ты обретаешь свою жизнь, ту, о которой ты мечтала, будучи маленькой девочкой. И я желаю, чтобы каждый, кто еще только на пути, обрел свою дарму, нашел ту самую дверь. И я очень благодарна за то, что вы выслушали, за то, что вы здесь. И что я могу сказать? Это путь сердца самый сложный, потому что мы часто идем вопреки, но при этом он и самый-самый потрясающий и вдохновляющий, и это точно того стоит, поверьте. Спасибо. А это тебя. +1 подписчик.